Мы говорили о том, что будем заниматься прогрессом в будущее. Сегодня я покажу вам, как создать то, что вы хотите в своей жизни. Я упоминала, что в прошлых жизнях вы были создателями. Вы помогали создавать вселенные, планеты, воду. Вы создали все. Вспомните, насколько вы мощные. Вы сделали это, но сейчас вы в человеческом теле и забыли о своей силе. Помните, что это всего лишь игра, и вы сами пишете свой сценарий. Вы можете получить все, что хотите. Ничего нет невозможного. Мне многократно говорили через моих клиентов, что нет никаких ограничений, кроме тех, которые вы накладываете на себя. Вы можете получить все, что хотите. Существует лишь два правила создания вашей реальности, два табу. Первое. Никогда не создавайте ничего, что может навредить другим. Второе. Не создавайте ничего, что отнимет у другого человека. Если вы соблюдаете эти два правила, вы можете иметь абсолютно все, что пожелаете. Самый важный урок, который вы можете усвоить на Земле, в этой школе жизни, это умение манипулировать энергией. Помните, что все есть энергия. Самое главное, что вам нужно научиться делать на Земле, это создавать. Вы должны научиться создавать, прежде чем сможете выпуститься. Но мы все можем это делать, просто не осознаем своей силы. Физические вещи — это самые простые вещи для создания. Теперь мы поняли, как работает это правило, и используем его постоянно в нашем бизнесе. Мы видим чудеса каждый день и знаем, как заставить это работать. Мы просто расслабляемся и наблюдаем за магией. И это действительно магия. Я сказала им месяц назад, что хочу, чтобы этот зал был полон людей. Это не нарушает свободу воли других, потому что они приходят и получают много знаний на конференции. Это во благо. Я сказала: «Хорошо, ребята, это ваш следующий проект. Сделайте это». И они сделали. Я не сомневаюсь в них. Мы просто знаем, что делаем заказ, и они его исполняют. Это их работа. Это работа Вселенной — предоставить вам все, что вы хотите. Но вы просто не верите в это и не осознаете свою силу. Но они сказали, что вы должны просить. Они не знают, чего вы хотите, пока не попросите. Это похоже на то, как вы приходите в фастфуд и говорите: «Я хочу гамбургер». Но вы не уточняете, какой именно гамбургер, что в нем должно быть, а просто говорите: «Я хочу гамбургер». Вам скажут: «Хорошо, мы дадим вам гамбургер». Вы получаете его и говорите: «Но я не люблю лук и огурцы». Но вы не говорили этого. Вы сделали свой заказ, и это их работа — выполнить его. Но если вы не определились, конечно, получите расплывчатые ответы. Вам нужно точно знать, что вы хотите, прежде чем они смогут выполнить ваш заказ. Понимаете, о чем я? Так вот, я хочу, чтобы вы задумались. Большинство из вас, вероятно, чего-то хочет в своей жизни — работу, предметы и так далее. Прежде чем создать то, что вы хотите, вы должны знать, что это. И сколько людей говорят мне: «Я не знаю, чего я хочу». Тогда что вы ожидаете получить? Они готовы записать ваш заказ, но вы не говорите, чего хотите. У меня есть множество примеров того, как это работает. Одна женщина сказала, что хочет машину. Она записала марку, год, цвет и сколько денег хочет заплатить. Она оформила свой заказ до мельчайших деталей и получила свою машину. Единственное, что было не так, она не заводилась. Она забыла указать: «Я хочу машину, которая хорошо ездит». Понимаете? Вам нужно точно знать, что вы хотите, вплоть до последних деталей. Тогда они выполнят ваш заказ, иначе он будет расплывчатым. Другая женщина хотела мужчину в своей жизни и составила заказ, указав все качества, которые ей нужны, как он должен выглядеть, его личность и все остальное. Она отправила свой запрос и встретила мужчину. Единственное, что было не так — он был женат. Она забыла указать этот важный момент. Тогда она снова пересмотрела свой заказ. На этот раз она указала в своих требованиях,
что хочет, чтобы он был холост. И она встретила другого мужчину, который соответствовал всем критериям. Проблема заключалась в том, что он был на 10 лет моложе ее. Но она сказала: «Я могу с этим смириться». Я не думаю, что вам нужно это записывать, но я хочу, чтобы вы задумались, что именно вы хотите в своей жизни. Вы можете записать это, если хотите, но сделайте это подробно, так чтобы, визуализируя, вы могли это увидеть, услышать, а может быть, даже почувствовать запах. Чем больше деталей вы сможете добавить в ментальную картину того, что хотите создать, тем легче будет понять, что вы хотите. Я говорила вам, что мне понадобилось 9 лет, чтобы найти своего первого издателя, потому что я была впереди своего времени. Но все это время я продолжала визуализировать свои книги в книжном магазине. Я видела их на полке, слышала, как люди приходят и берут их в руки. Вам нужно добавить детали в ментальную картину. Однажды моя дочь зашла в книжный магазин, просто смотрела на книги и увидела 3 книги на полке. Она невольно сказала: «О, это книги мамы». Затем она продолжила смотреть другие книги и вдруг осознала, что именно она сказала, ведь они еще не были опубликованы. Она оглянулась на ту полку, но там ничего не было. Вы видите, как работает закон? Они ничего не брали, ведь на полке ничего не было. Конечно, теперь они находятся в книжных магазинах по всему миру. Это произошло. Один человек написал мне, что зашел в книжный магазин после публикации моей первой книги. Первая книга была частью трилогии о Нострадамусе. Он увидел первый и второй том, взял их и подошел к кассе, чтобы заплатить. Но потом он решил подождать и взять второй том позже, поэтому вернул его на полку и купил только первый. Когда он вернулся в магазин позже, чтобы купить второй том, его уже не было. Он начал писать мне письма и спросил: «Что случилось? Правительство убрало его с полок?» Я ответила: «Нет, он еще не был опубликован». Он имел дело с чем-то, что даже не существовало. Что бы произошло, если бы он забрал это домой? Кто-то другой сказал, что он мог бы прийти домой и обнаружить, что это совсем другая книга. Мы не знаем, но вы видите, когда что-то начинает воплощаться в реальность, происходят все эти странные и необычные вещи. Моя дочь работала медсестрой в отделениях интенсивной терапии и кардиологии на протяжении 20 лет. Но когда она училась в медучилище, она думала, что это ужасно, и что никогда не справится, никогда не закончит учебу. Она была очень подавлена. Я сказала ей: «Представь, что это уже сделано. Это ключевое. Видь это как завершенное, как то, что уже произошло. Ты делаешь то, что делает медсестра. Ты идешь по коридорам в форме, ухаживаешь за пациентами. Ты живешь этим, это уже сделано». Она начала визуализировать это, и это действительно произошло. Если вы можете увидеть это в своем уме, визуализировать, это обязательно сбудется. Это закон Вселенной. Учитесь работать с этими законами, и все станет намного проще. Закон Вселенной. Если вы можете это увидеть, это обязательно произойдет. Они должны выполнить ваш заказ. Поэтому я хочу, чтобы вы подумали о том, что именно вы хотите. Но будьте конкретны. Видьте это как уже сделанное, уже достигнутое. Не беспокойтесь о том, как это произойдет. Некоторые люди говорят: «Мне нужно сделать это и это, чтобы это произошло». Но это ограничивает их, утверждая, что это единственный способ, как это может произойти. Понимаете, как это работает? Представляйте это как уже сделанное, уже достигнутое. Они сами заполнят пробелы. Это происходит постоянно. Они сделают это так, как вы никогда бы не могли представить. Если вы говорите: «Мне нужно сделать это и это», вы ограничиваете их, как будто это единственный возможный путь. Просто скажите: «Вот что я хочу», и дайте четкое представление о том, что это такое. Отпустите это. Затем просто сидите и наблюдайте за магией, потому что это происходит. И происходит очень быстро, особенно сейчас.
Не беспокойтесь о том, как это произойдет. Это произойдет так, как вы никогда бы не смогли представить. У меня есть множество историй о том, как мы работаем с нашей компанией и бизнесом, и как они постоянно исполняют наши желания. Все, что нам нужно сделать, это сказать: «Вы — следующая молитва, следующий проект. Ребята, сделайте это», и отпустить. Это гораздо проще, и вам не нужно беспокоиться об этом. Они позаботятся об этом. Вам нужно верить в это. Вот как это работает. Вы можете записать свой проект, если хотите, но сейчас мы сделаем упражнение. Представьте, что мы переносимся на несколько лет вперед и смотрим, чем вы занимаетесь в то время, когда вы уже достигли всего, чего собирались достичь. Неважно, что вы ищете — найти работу, выйти замуж, получить деньги или что-то еще — это одни из самых простых вещей. Теперь подумайте о том, что именно вы хотите достичь. Есть ли у вас четкое представление в голове о том, чего вы хотите? Представьте, как это произойдет, в деталях. Хорошо. Теперь мы отправимся в будущее, всего на несколько лет, и посмотрим, чем вы занимаетесь в это время. Если что-то изменилось для вас, вы способны получить то, что хотите. Именно поэтому я хотела, чтобы вы сначала поняли, чего вы хотите. Как можно создать что-то, если вы не знаете, чего хотите? Хорошо, у вас это теперь есть. Теперь мы отправляемся в будущее. У вас будет выбор 1 год, 3 года или 5 лет. Посмотрите, что вас ждет. Просто расслабьтесь и позвольте этому происходить, получайте удовольствие от процесса. Если вы ничего не видите, это не значит, что вы не окажетесь там. Это просто означает, что вы еще не готовы увидеть это, или, возможно, не верите в это достаточно, или не расслабляетесь, чтобы позволить картинкам прийти. Давайте сделаем это и посмотрим, что произойдет. Теперь я хочу, чтобы вы расслабились, закрыли глаза и подумали о том, что хотите создать. Представьте это как уже завершенное, как уже сделанное. Увидьте это в деталях. А теперь давайте заглянем в будущее и посмотрим, каковы результаты. Теперь представьте себя внизу длинной лестницы с широкими мраморными ступенями. Вы начинаете подниматься по этой лестнице. На верхнем уровне лестницы вы видите 3 двери. На каждой из дверей есть номер. Дверь слева имеет номер 1. Это означает 1 год в будущем. Дверь прямо перед вами имеет номер 3. 3 года в будущем. Дверь справа имеет номер 5. 5 лет в будущем. Выберите дверь, которую хотите открыть. Когда вы откроете дверь, перед вами появится густой туман. Пройдите через этот туман. По мере того, как вы будете двигаться, туман начнет рассеиваться и исчезать, пока вы не выйдете на другую сторону. Посмотрите вокруг и увидьте, где вы находитесь. Это будет ваше окружение в выбранном вами году. Как это выглядит? Доверяйте своим ощущениям и видьте все в деталях.
Теперь представьте себя занимающимся тем, что вы будете делать в это время. Какова ваша работа? Какое у вас занятие? Представьте, как вы это делаете. Теперь переключитесь на другую сцену и посмотрите, где вы живете. Как выглядит ваше место? Где вы живете? Опишите это в деталях. Теперь представьте, живет ли кто-то с вами. Если да, увидьте их и узнайте. Теперь покинем эту сцену и перейдем к важному дню в будущем, когда происходит что-то, что вы считаете значимым. Что это? Что вы видите? Теперь мы можем покинуть эту сцену и вернуть ваше внимание обратно сюда, в это место, где вы находитесь сейчас, запоминая то, что вы увидели, чтобы вы могли записать это. Возвращаясь сюда, в это тело, вы осознаете, что вокруг вас другие люди. Вы можете открыть глаза и вспомнить то, что вы увидели. Мы снова здесь. Откройте глаза и посмотрите вокруг. Теперь важно записать то, что вы увидели. Многие из вас увидели что-то неожиданное. Вы увидели себя на другой работе или в другом доме. Подумайте об этом и запишите. Помните, если вы можете визуализировать это так, оно обязательно сбудется. Так работает закон Вселенной. Независимо от того, что это может казаться безумным, доверьтесь этому. Запишите это и делайте это перед сном, думая о том, что хотите создать, видя это в деталях, как уже осуществленное. И это обязательно произойдет.